Это видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Я рада приветствовать вас на своем канале. Всем здравствуйте! При заболеваниях пищеварительной и выделительной системы придерживаться правильного питания особенно важно. Продолжая тему лечебных диет по Певзнеру, сегодня рассматриваем стол номер 14. Каким пациентам она назначается, какие продукты можно кушать, а какие нельзя. Стол номер 14 назначается при мочекаменной болезни, при выпадении осадка фосфорно-кальциевых солей, при пиелоциститах, для которых характерна щелочная реакция мочи. При соблюдении всех рекомендаций по питанию щелочная реакция изменится на кислую. Давайте с вами рассмотрим общие рекомендации по питанию диетического стола номер 14. Суточная калорийность, а также содержание белков, жиров и углеводов стола 14 по Певзнеру соответствует физиологическим нормам, здесь никаких ограничений и дополнений нет. А для того, чтобы рассчитать свой КБЖУ, то есть суточную норму калорий, белков, жиров и углеводов, я вам даю подсказку. Солить пищу можно так же, как обычно, норма соли в сутки 10-12 грамм. Кулинарная обработка и температура блюд без ограничений. В меню, которое разрабатывается в соответствии с рекомендациями этой диеты, ограничены ощелачивающие продукты и продукты, богатые кальцием. Например, молочные изделия, овощи, большинство фруктов. Предпочтение нужно отдавать блюдам, которые смогут изменить реакцию мочи с щелочной на кислую. Хлеб, мясо, рыба, крупы. Если нет противопоказаний, также рекомендуется обильное питье. Норма воды в день 30 мл на 1 кг веса. Больной питается минимум 4 раза в день равными порциями. Питье в промежутках между приемами пищи, а также натощак. Давайте теперь с вами рассмотрим список запрещенных и рекомендованных продуктов при диетическом столе номер 14 по Певзнеру. Запрещенные продукты – это все молочные супы, а также супы из овощей и фруктов. Запрещены все овощи, кроме разрешенных, про которые я вам расскажу чуть позже. Запрещены любые копченые продукты, мясо, соленая, жирная рыба. Также под запретом все фрукты, исключая разрешенные, о которых я вам также расскажу чуть позже. Запрещены при диете стол номер 14 все молочные и кисломолочные продукты, включая творог и сыр. Также под запретом сладости, приготовленные на молочных и кисломолочных продуктах. Соки из овощей, ягод и фруктов также под запретом. А теперь поговорим про рекомендованные продукты при 14 диете. Разрешается мясной, грибной и рыбный бульон, приготовленные на них супы с крупой, бобовыми и макаронными изделиями. Крупы при 14 диете разрешены любые, но запрещается использовать в приготовлении блюд из круп молоко. Из овощей разрешена тыква и зеленый горошек. Также можете кушать грибы. На блюда из мяса и рыбы ограничение диеты 14 не накладывает. Исключаются только рыбные консервы. Допускается одно яйцо в день в любой кулинарной обработке. Из фруктов и ягод разрешены кислые яблоки, а также брусника и клюква. Из молочных и кисломолочных продуктов разрешена лишь сметана в качестве заправки к блюдам. Можно кушать желе и кисель из разрешенных ягод и фруктов, меренги, снежки, мед, кондитерские изделия. При 14 диете разрешаются хлебобулочные изделия, в рецептуре которых ограничено добавление молока и яичных желтков. Разрешено заправлять блюда сливочным и растительным маслом. Также разрешаются компоты и отвары из разрешенных фруктов и ягод, а также отвар шиповника, некрепкий чай, кофе без добавления молока. При соблюдении 14 диеты восстанавливается кислая реакция мочи, что препятствует образованию осадка солей. Пациенты с мочекаменной болезнью, неукоснительно соблюдающие все рекомендации диеты стол 14, в большинстве своем избегают оперативного вмешательства. Это был видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение», а с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравился ролик, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые диетические рецепты, а также свежие новости про здоровье. Всем пока!